Я попросил нейросеть создать игру Geometry Dash. Сможет ли нейросеть создать эту игру и что с этого выйдет, узнаем в этом ролике. Вот это поворот! Привет! Снова я тебя затягиваю в свой видос. На этот раз ты будешь создавать игру Geometry Dash. Готов? Привет, конечно. Я готов помочь тебе создать игру Geometry Dash. Это захватывающий проект. Какие у тебя есть идеи или планы для игры? Ну, тебе надо повторить игру Geometry Dash, только на Python. Понял. Ты хочешь создать игру в стиле Geometry Dash с использованием Python. Это звучит как интересный проект. Первым шагом будет определить основные элементы игры, такие как игровой мир, персонаж, управление и так далее. Затем мы можем приступить к созданию кода. Пришло время вставить первый код. Я ведь просил создать Geometry Dash. Почему у меня куб двигается вверх-вниз? Где вообще Geometry Dash? Что это? Попытка номер 2. Где мой куб, ё-моё? Впрочем, ничего нового. Попытка номер 3. А вот это уже смахивает на Geometry Dash. Далее я решил попросить нейросеть подправить шипы. Ну да, именно так мы видим Geometry Dash. Ну что это такое? Это разве ГДшка? Далее я произвел еще одну попытку, чтобы нейросеть подправила шипы. Мне кажется, или нейросеть не способна сделать ГД? Естественно. Вы знаете, когда вы постоянно ее просите, вы ожидаете какой-то хороший результат. Но я попросил ее еще раз подправить шипы и был очень сильно удивлен итоговым результатом. Есть черный квадрат, теперь будет белый квадрат. А что, так можно было, что ли? Так как я прекрасно понимаю, что данная нейросеть уже не способна, я создал новый чат с чатом GPT и попробовал уже там еще раз попросить ее создать игру Geometry Dash. И вот что в принципе с этого вышло. Неужели что-то более-менее похожее на ГД? Вот в этом реально есть что-то от ГДшки. Неужели получится? Это уже, конечно, похоже на ГД, но мне кажется, не хватает шипов, поэтому попросим нейросеть создать туда шипы. Вот мне кажется, или шипы должны быть немножечко иначе. Ты, по-моему, перепутал. Думаю, шипы все-таки должны находиться на земле, поэтому попросим нейросеть поставить шипы на землю и перевернуть их вверх. Ну да, это именно то, что я и хотел. Опять ничего не получается. Попрошу еще раз поставить на землю шипы. По-моему, коллайдеры немножечко не в том месте, как и сам шип. Честно, я уже устал просить ее поправить шипы, но давайте дадим ей еще один шанс. Конечно, нет. Хотя бы хитбоксы верные. Теперь я скажу и так, чтобы она 100% поставила их на землю. Нейросеть, алло, нижняя часть экрана это не земля. Если сейчас она не сделает, то я просто сдамся. Да ладно, в это можно уже играть. Нифига себе. Nice. Для вас, конечно, пройдет это все очень быстро, но я целый час дергал ее, чтобы она смогла создать платформы, то есть наши кубы, в которые мы можем прыгать или еще что-то. Ну, хотя бы их просто сгенерировать. Было куча багов, она постоянно кидала шипы. Это было реально очень, собственно, сложно, но я уже покажу вам то, что она хоть как-то смогла сделать. A few moments later. Не, ну именно так работает генерация в Geometry Dash 100%. Шип находится внутри платформы. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Из-за того, что шип находился внутри платформы, я попросил его поднять и сделать так, чтобы платформа не была рядом с шипом. Но что сделала нейросеть, это просто шок. Где-то еще минут 30 я пытался объяснить нейросети, как нужно это сгенерировать. Говорил ей уже четкие указания, но она все равно не понимала. То есть и по итогу, конечно, она сделала то, что я хотел, но какой ценой и усилиями мне это далось, сколько нервов я пережил, это просто отдельная история. Наконец-таки он сделал это. Наконец-таки теперь это нормально спавнится, еще от платформы можно отпрыгнуть. Ура, победа просто. Думаю, теперь осталось попросить ее создать дизайн, ну, чтобы это не было просто на черном фоне, а хотя был бы какой-то контраст, там, земли, неба и так далее. Поэтому давайте посмотрим, какой дизайн сделала нейросеть. А вот и дизайн подъехал. Но проблема в том, что мы не умираем еще. Поэтому я попросил нейросеть создать рестарт уровня, когда мы врезаемся в шип. Пипец, что это за рестарт, ну ё-моё. И спустя еще несколько попыток я смог создать Geometry Dash с помощью нейросети. Точнее, нейросеть сделала Geometry Dash. Так что давайте уже перейдем к итоговому результату.
По итогу я не ожидал, что он реально сможет сделать что-то подобное, чтобы в это можно было играть, чтобы здесь была какая-то механика. Мне кажется, по итогу нейросеть сделала Geometry Dash 2.3, потому что определенно новая механика и интересный геймплей. У меня просто нет слов, насколько я рад готовым результатам.